Всем привет. Сразу скажу, если бы вам не было интересно, вы бы не смотрели. Меня и себя не обманываем. Итак, посмотрим, чем он тебя зацепил, почему ты о нем думаешь, но самой себе даже не признаешься, и что на самом деле нужно. Давайте, я думаю, в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Единички. Как красиво у вас все упало. Итак, чем он тебя зацепил, твой бывший? Ну, потому что, знаешь, потому-то он играл на твоих вот самых больших страхах и на твоих слабостях, как на балалайке играл. Он выставлял себя таким вот крутым стратегом, который все просчитал, то есть холодное поведение, да, формулировки четкие, подача себя как человека, который выше других. И это у тебя в голове создало иллюзию надежности. Ты купилась на его вот это интеллектуальное превосходство, потому что в глубине души ты веришь, что вот умный мужчина решит все мои проблемы. Но дело не в уме, нет, в манипуляциях. Он специально держал дистанцию, давил авторитетом, заставлял тебя чувствовать себя глупее, чтобы ты бежала за его одобрением, как собачка за косточкой. А вот дьявол тут как раз про то, что ты попала в ловушку зависимости. И ты до сих пор не понимаешь, что это был, не интерес к тебе как к личности. Это была его потребность кого-то контролировать. Ты для него не человек, ресурс ты для него. Вот вспомни, как он там вечно критиковал твою там внешность, работу, мнение особенно. Это специальный прием. Сначала занизить самооценку, а потом подкинуть ложное спасение. И ты до сих пор на этом крючке, потому что мозг путает эту боль со страстью. Очнись. Ты соскучилась не по нему, а вот по тому состоянию, когда внимание надо было заслужить. Это как ломка у нариков. Тело ноет по яду, да, а не по любви ноет у них. И вот твой мозг, он до сих пор боится признать, что ты позволила себя использовать. И в этом весь ужас. Он зацепил тебя за самое больное место, то есть потребность в одобрении умного мужика. А оказалось, что умный лишь, в манипуляциях только. И ты ему не нужна, ему нужна власть. И пока ты это не признаешь, что это не любовь, а травма, то будешь ходить по кругу и смотреть расклады, когда он вернется. Почему ты думаешь о нем, но не признаешься в этом даже самой себе? Тут все знаешь и просто, и сложно одновременно. Вот я объясню, вот смотри, ты о нем думаешь, потому что ты не можешь пережить факт, что тебя использовали. То есть, смотри, жрица, она показывает, что ты закопалась в своих фантазиях, как вот страус в песок головой. Ты создала красивый миф о прошлом. Типа, мы просто там не сошлись характерами. На самом деле у него там куча проблем, а он не хотел мне делать больно. И вот это у тебя вот в голове крутится, вместо того, чтобы признать, что тебя просто выбросили как использованный инструмент. А пятерка кубков — это вот упорное смотрение в разбитое корыто. Ты сознательно фокусируешься на том, что потеряла, а не на реальном дерьме, которое он принес. Зачем? Потому что если правду признаешь, придется себя менять. Легче же плакать над старой фотографией, да, чем признать, что ты выбрала сама подлеца. А это стыдно.
Это еще обидно, это унизительно, поэтому мозг у тебя рисует картинки. И вдруг он изменился. Хотя ты прекрасно знаешь, такие люди не меняются. И твое молчание — это и есть крик души. Ты даже себе не говоришь правду, потому что тогда рухнет весь твой образ вот этой сильной женщины. И в итоге вот смотри, что происходит. Ты прячешься за фразой там «я просто смотрю расклады про него», да? «Я просто прошлое анализирую». А на деле ты ностальгируешь по человеку, который тебя презирал. Ты боишься сказать вслух «я там до сих пор злюсь» или там «я до сих пор боюсь быть ненужной». Поэтому заменяешь это мыслями о нем. Это твой защитный механизм. А если признаешь боль, то придется что-то делать, да? А пока можно притворяться, что все в порядке. Но счет идет уже на месяц, а ты все в одной и той же точке. И даже после этого расклада ты пойдешь там смотреть, какие у него мысли обо мне. Что на самом деле тебе нужно? Знаешь, ну, конечно, не бывший. Вот дед, карта дед, это вот конкретный пинок под зад. Надо строить свою жизнь, а не копаться в чужом мусоре. Ты себя потеряла в этих отношениях. Вот вспомни, о чем ты мечтала до этого мужика. Куда делись твои там проекты, подруги, увлечения, куда делись? Тройка жезлов, она требует поставить реальную цель и к ней идти. Не к нему, к себе. А ты застряла в состоянии «я жду знака свыше». А знак уже был. Тебе дали свободу, а ты как женщина слепая сидишь и ноешь. Вот начни с малого. Верни то, что он запрещал тебе. Хотела там картины рисовать? Иди рисуй. Мечтала на курсы там английского пойти? Запишись. Твоя проблема не в том, что его нет, а в том, что ты забыла, кто ты без него. Тебе нужна структура. День свой по часам распиши, заведи там этот блокнотик привычек. Понимаешь? Ты сильная женщина, докажи это не ему, а самой себе. Конечно, трудно будут. Знаешь, будут такие дни, когда захочется ему написать. Вот в этот момент бери и делай 100 там отжиманий. Или 100 приседаний. Или подруге позвони. На пробежку пойди. То есть переводи энергию в действие. Твоя цель не отношения, а жизнь, где ты хозяйка. Где решение ты принимаешь. Где твое слово закон. Пока ты не научишься радоваться одиночеству, будешь хвататься за любого мудака, который хотя бы издали напоминает о том самом. И в итоге у тебя что будет? Круговорот мудаков в природе. И вот я знаю, что у тебя номер его есть. 100% есть. Удали. Сегодня, сейчас, прям вот даже не нажимай видео на паузу, просто возьми телефон, удали его номер. Понимаешь? Рано или поздно ты придешь к тому, что вот проснешься и просто поймешь, он был всего лишь уроком, а не твоей судьбой, близнецовым пламенцом и прочие вот эти красивые слова, которые ты себе придумала, и которыми ты выгораживаешь его мудачность. Да, чем больше ты злишься по бывшему, тем сильнее ты его любила. И ничего ты с этим не сделаешь. Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Двоечки — ваша любимая карта, 8 мечей, да? Чем он зацепил тебя, вот этот бывший? Ну, знаешь, давай я вас жалеть не буду.
а он в твою психику прям впился, как вот этот, как его, вампир. Потому что он, знаешь, он ловко сыграл на твоей нерешительности, потому что ты человек мнительный. И он на этом играл, как вот на гитаре играют. И он пришел, когда ты на месте как раз топталась, боялась выбор сделать, взять ответственность за свою жизнь. А он отдался тебе типа вот как единственно правильный путь, как вот спасательный круг этот мужик тебе жизнью был подкинут. И ты поверила, что только через него ты можешь там любовь обрести, свободу. Но это была иллюзия. Он, знаешь, он создал видимость, как будто дает тебе выбор. А на самом деле вот он тебя в ловушку загнал. Такое вот или я, или одиночество, а ты еще и мнительная вдобавок. И ты повелась на этот спектакль. Ты до сих пор цепляешься за него, потому что в тот момент он казался решением всех твоих проблем. Но правда в том, что ты сама отказался от своей силы, позволив ему решать за тебя. Понимаешь? Это вот как будто ты вот отдала пульт от своей жизни первому встречному поперечному. А теперь ностальгируешь по этому, извини меня, дерьмовому сериалу. Почему ты думаешь о нем, но не признаешься в этом даже себе? Ну, знаешь, ты признать правду боишься, потому что твой мозг, он специально создает туман из фальшивых вариантов. Вот вместо того, чтобы посмотреть прямо на факт, он тебя использовал. Это факт. Но вместо этого ты рисуешь в голове розовые картинки, он изменится. Он там, он с женой просто там, у них потому-то дети общие. Он изменится. Может, я неправильно все поняла. Это твоя любименькая. Это механизм защитный. Ты так боишься столкнуться с реальностью, что ты предпочитаешь жить в мире фантазий и грез. И ты не признаешься себе в этих мыслях о нем, потому что тогда придется признать, ты все еще надеешься на чудо. Но чуда-то не будет. Ты стоишь над пропастью и притворяешься, что это не пропасть, а бассейн с шампанским. Вот фантазии твои — это просто побег от страха перед пустотой. Ты самой себе боишься сказать, там, да, я все еще зациклена, потому что это значит, что ты свою слабость признаешь. Но слабость — это как раз и продолжать врать себе, понимаешь? Что на самом деле нужно, не бывший? Знаешь, не он, тебе нужен план действий, а не воздушные замки. Возьми свою жизнь в руки, вот как там строитель на стройке. Рассчитай там бюджет, составь расписание, разбери завалы. Хватит на себе тащить все проблемы мира. Научись «нет» говорить. Понимаешь? Займись собой, оплати там долги, закрой кредитки, там, уберись, генеральную уборку сделал. Поставь реальные цели на месяц, а не вот это вот найти принца, найти мужика и так далее. Найди работу стабильную, повысь квалификацию, много раз говорю. То есть сделай то, что даст тебе почву под ногами. Перестань раздавать себя вот всем как бесплатную консультацию, да, особенно подругам. Охраняй свое время. Ты увязла в рутине, потому что ты боишься посмотреть правде в глаза. Твоя жизнь зависит только от тебя, а не от призраков прошлого. Вставай и делай, а не задыхайся в том человеке, кто тебя недостоин. Тебе нужна не бывшая, тебе дисциплина нужна. Вот это тебя спасет. И через полгода такой работы ты сама не узнаешь свою собственную жизнь. Понимаешь? Давайте перейдем к третьему варианту.
Троечки. Троечки. Чем тебя он зацепил-то все-таки? Он, знаешь, вот этот мужик, он в самую точку твоей привычки попал. Убегать от конфликтов и верить в красивые сказки. Он прикидывался тем, кто вот всегда найдет лазейку из любой проблемы, да? Типа вот крутой стратег, который по правилам не парится. А ты в это время сидела в своих страхах, как в болоте, и ждала какого-то спасителя. И вот он ловко сыграл на твоем желании, чтобы кто-то другой взял ответственность за твою жизнь. И ты поверила, что с ним тебе будет проще, потому что он обещал тебе там быстрые решения, халявные выходы из сложных ситуаций. А не бойся, мы прорвемся. Но это было просто манипуляция. Он специально создавал ощущение, что только он знает, как правильно, а ты без него беспомощна. А еще он давил на твои скрытые страхи быть обманутой или брошенной. Типа «я тебе помогу, но только если ты будешь слушаться». И ты велась, потому что глубинно ты боишься остаться один на один с реальностью. В итоге он стал для тебя как запрещенное вещество. То есть временно притуплял тревогу, но оставлял чувство грязного послевкусия. И ты до сих пор веришь, что он был особенным. Но это просто твоя иллюзия о том, что кто-то может прийти и навести порядок в твоей голове за тебя. Ничего более. Знаю, больненько, а что поделаешь. Почему ты думаешь о нем, но не признаешься в этом даже самой себе? А признать ты боишься, что ты сама себя в ловушку эту загнала. Твой мозг, он сейчас как компьютер перегрелся. Ты сознательно тормозишь любые мысли о нем, потому что они вынесут тебе вот мозг правдой. Ты вокруг себя построила крепость из ложного спокойствия и вид делаешь, что все под контролем, а внутри дикий страх. Страх того, что если копнуть глубже, придется признать, что я ошиблась. Ты как ребенок, который глазки закрывает и думает, что его не видят. То есть ты застряла в позиции «я сама по себе» и гордо несешь этот флаг, хотя на самом деле ты просто боишься снова почувствовать себя уязвимой. А еще тебя бесит, что он до сих пор занимает место в твоей голове. И ты злишься на себя за это, поэтому гонишь эти мысли подальше, мол, я там независимая, мне плевать на всех. Но это вранье. Ты себя можешь обманывать, подруг можешь обманывать, меня ты не обманешь, и карты уж тем более не обманешь. Ты не признаешься себе, потому что тогда придется снять корону мнимой вот этой крутости и сказать «да, я вот из-за него до сих пор ною, из-за этого мудака, и это моя вина, и это сказать тебе больно». Вот ты и прячешься за имидж вот этой сильной женщины, которая якобы все пережила. Да не пережила ты ничего. Что на самом деле нужно? Что ты в нем искала? Ну, ты хотела, чтобы этот мужик, он стал твоим эмоциональным костылем. Ты искала в нем то, чего тебе не хватало самой. А тебе не хватало умения не орать, как психованная, когда тебя достали, не бояться своих чувств. И ты мечтала, чтобы он был вот этим самым взрослым, да, потому что ты маленькая девочка, а тебе нужен был взрослый в отношениях, который умеет слушать и не сбегать при первых трудностях. А еще ты ждала, что он даст тебе опору, чтобы перестать дрожать от каждого своего решения. Но вся фишка в том, что это должны быть твои качества, а не его. Тебе нужно перестать ждать мужика-спасителя и самой научиться не сливать энергию на ерунду. Вот твоя задача выстроить вот этот внутренний стержень, чтобы не вилять, как этот от ветра флюгер. Понимаешь? И пора принять свою злость. Пора принять свой страх, даже истерики. Не затыкать их, а научиться с ними жить без вот этого чувства вины.
А этот мужик, он был просто зеркалом твоих нерешенных проблем. Тебе нужна не его мнимая надежность, а твоя собственная способность говорить: «Да, я боюсь, но я все равно делаю». Это тяжело, да? Приходи в проживание арканов, ты это все проработаешь. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И всегда помни, что я всегда рядом.